Американцам остается только удивляться, глядя на российских фигуристок. В этом году на чемпионате России по фигурному катанию олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер игр 2018 года Евгения Медведева сидели у бортика катка в обычной одежде. Одна в синем брючном костюме, другая в свитере со снежинками. Травмы и выгорание привели к тому, что обе спортсменки в возрасте 19 и 22 лет больше не выступают. Дело в том, что их когда-то впечатляющий набор тройных прыжков, вероятнее всего, не позволил бы им попасть в Олимпийскую сборную России 2022 года. За последние 4 года техническая составляющая в этом виде спорта невероятно усложнилась, поскольку новое поколение российских фигуристок осваивают четверные прыжки. На данный момент ни одна женщина не исполняла квад на олимпийском турнире, но скоро все изменится. Если вы не смотрели фигурное катание со времен последней Олимпиады, пристегнитесь. На чемпионате России, который в эфире Первого канала освещали Загитова и Медведева, в произвольной программе было заявлено 15 четверных прыжков. Согласно действующим правилам, женщинам запрещено исполнять квады в короткой. Александра Трусова планировала исполнить 5 четверных, однако сумела чисто приземлить только 3 из них. Еще 4 спортсменки исполнили минимум по одному кваду. Всего было исполнено 11 четверных прыжков. Юные медалистки, фаворитка Олимпийских игр Камила Валиева, Александра Трусова и действующая чемпионка мира Анна Щербакова, с высокой долей вероятности займут весь пьедестал в Пекине. Американская фигуристка Мирая Нагасу, единственная женщина, исполнившая тройной аксель на Олимпийских играх 2018 года, подчеркивает, что конкуренция в этом виде спорта возросла. 4 года назад казалось нереальным, что все медалистки будут иметь в своем арсенале минимум один четверной прыжок. Как же нереальное стало обыденностью. Стоит заметить, что за последние несколько десятилетий экипировка спортсменов немного улучшилась. Появились более легкие ботинки и качественные лезвия. Однако главная причина заключается в том, что в 2004 году Союз конькобежцев отказался от традиционной системы очков 6,0 в пользу системы, в которой всем элементам присваивается базовая стоимость, а фигуристы получают положительные или отрицательные надбавки за исполнение каждого элемента. Например, базовая стоимость тройного тулупа составляет 4,2, а четверного тулупа – 9,5. Скотт Хэмилтон, олимпийский чемпион 1984 года и телевизионный комментатор, считает, что новая система выгодна для спортсменов, владеющих сложными прыжками. Он убежден, что это мотивирует фигуристов развиваться и перестраивать свое катание под новые правила. Погоня за более высокой базой стоимостью заставила фигуристов и их тренеров усиленно работать над техникой, что в конечном итоге привело к появлению четверных прыжков. То, как меня учили прыгать и вращаться, сильно отличается от современной техники, объясняет Хэмилтон. В его время фигуристы сначала отталкивались ото льда, фиксировали свое положение в воздухе и только после этого начинали вращение. Это была отсроченная ротация. Сейчас, если вы не начнете вращение сразу после толчка, то не успеете сделать нужное количество оборотов. Нагасу также отмечает, что в четверных прыжках вращение верхней части тела начинается еще до отрыва ото льда. Спортсмены поворачиваются на полоборота уже при заходе на прыжок, потому что это позволяет лучше оттолкнуться. Наиболее эффективно эта техника применяется в московском тренировочном центре «Самбо-70», где под присмотром известного тренера Этери Тутберидзе выросло новое поколение молодых фигуристок, владеющих четверными прыжками. Первыми еще на юниорских соревнованиях в 2018 году их стали исполнять Трусова и Щербакова. Тутберидзе тренирует всех 3 российских фигуристок, входящих в олимпийскую сборную. Она также привела Загитову и Медведеву к олимпийским медалям. У нее такая огромная школа, и так много фигуристок, которые хотят там кататься, говорит Хэмилтон.
Когда ваша тренировочная программа опробована на стольких людях, у вас появляется своя техника, которая дает явное преимущество перед всем остальным миром. Нагасу заметила еще один плюс самбо-70. Если рядом с вами кто-то исполняет такие сложные элементы, вы начинаете верить, что тоже сможете сделать это, говорит она. Кроме того, когда вы видите, как делается определенный прыжок, ваше тело запоминает эти движения. Из-за допингового скандала, связанного с употреблением России запрещенных веществ на Олимпийских играх, появляется мысль о возможной связи между допингом и выдающимися результатами, однако пробы современных фигуристов опровергают эту гипотезу. Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка 2014 года, находилась под следствием в рамках расследования широкомасштабного сокрытия допинга России на играх в Сочи. Ее дело было закрыто без предъявления обвинений, а 13 других российских спортсменов были лишены медалей. Эра триумфа россиянок заставляет американскую аудиторию задуматься о положении своих некогда доминирующих соотечественниц. Я спросил Хэмилтона и Нагасу, считают ли они, что американки в ближайшее время смогут включиться в гонку за четверными прыжками. У обоих есть сомнения по этому поводу. Тренировка квадов очень сложный процесс. Нагасу подчеркивает, что большинство американских спортсменов делают акцент на психическом и физическом здоровье и не хотят подвергать себя опасности серьезных травм и стрессу ради одного турнира. Трудно сказать, что это отличие США от России служит нам на пользу. Я думаю, на данном этапе, отставание в технике наших спортсменок могло бы быть меньше. Хэмилтон считает, что для достижения этой цели американцам нужно создать атмосферу и конкуренцию, схожую с той, которая существует в России благодаря Тутберидзе. В таком случае американки смогут добиться таких же результатов, однако в ближайшее время это маловероятно. Следовательно, на этой Олимпиаде американцам остается только удивляться, глядя на то, как российские фигуристки выходят на лед и с легкостью делают невероятные вещи. В женском турнире россиянки займут весь подиум. Сборная России – единственная команда, завоевавшая максимальное количество квот в каждой дисциплине. 3 мужчин и 3 женщины в одиночном катании, 3 спортивные пары, 3 танцевальных дуэта. В женском турнире россиянки могут занять весь подиум. На последнем чемпионате мира в Стокгольме Анна Щербакова завоевала золото, Елизавета Туктамышева – серебро, а Александра Трусова – бронзу. На Олимпиаде 2022 серебряного призера чемпионата мира 2021 заменит 15-летняя Камила Валиева, которая уже проявила себя, выиграв январский чемпионат Европы 2022 года, так что опасаться за нее не стоит. Женское одиночное катание, 3 медали Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.